Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, то, что я хочу вам подарить, это японский заговор. Этому японскому заговору может быть несколько тысяч лет. Ну, по крайней мере, так утверждал человек, который мне написал, отправил, потому как он изучает культуру Японии, долгое время там жил. Это достаточно человек преклонных лет, отлично владеет японским языком. И он мне отправил, может, где-то 7 лет назад, этот заговор. И сказал, что, может быть, мне пригодится когда-нибудь, может быть, я создам на основе этого заговора некий ритуал. Он был прав. Я сама не проводила для себя, но 2 человека у меня получали этот заговор и остались весьма довольны. Заговор на изгнание злого духа. Юрэ. В японской мифологии, теологии, фольклоре, в культуре, в религии и так далее, Юрэй – это злой, неупокоенный дух либо человека, либо иной сущности, который не может найти себе место на этой земле. И Юрэй очень опасные. Опасные потому, как они забирают разум у человека. В семье они создают конфликты, доводят человека до отчаяния, до нежелания жить. Они могут транслировать свое состояние человеку, и человек для того, чтобы забыться, может начать пить. У него могут начаться кошмарные сновидения. Ему будет страшно и неуютно в своем доме. Они внушают человеку какие-то навязчивые мысли. И в конце концов человек может... То есть человека могут привести к распаду личности, ну и к смерти в том числе. Они могут быть очень могущественные, они могут быть средней силы, но и те, и другие ничего хорошего человеку не принесут. Они могут селиться в доме человека, могут селиться в саду человека, одним словом, в окружении человека. И делятся они на несколько категорий. Онрё – это дух умершего человека, который не нашел покой. Либо он был душегубом, может быть, либо безумцем. Одним словом, он ушел и не дает покоя никому. Убуме, мать-призрак, их так называют. Это, как правило, женщины, которые умерли во время родов, либо от родовой горячки после. То есть и во время рождения ребенка, и после, через некоторое время могли умереть. Либо наложили на себя руки, оставили своих детей, они тоже превращаются в призраков. Значит, горьё – это дух известного человека, знаменитого человека, который собирает и после смерти, значит, определенную дань внимания. Не может уйти. Слишком известен, и что-то его здесь, на этой земле, держит. Так считают японцы. Фунаюре – это призраки утопленников. Ну, в основном, говорят, погибших в море, но вообще утопленники, общие так. Значит, общая формула, которые могут затянуть и увести за собой людей
который находится близ болот, рек, озер, морей и так далее. Значит, засики и вараси – это дети, призраки детей, которые не хотят уйти с этого мира, которые привязаны к своему дому, но которые ушли, и из-за того, что они не желали умереть, не желали покинуть свой дом, они озлобились, и они, значит, творят всякое с домашними питомцами, с вещами, живущих в этом доме. Есть духи воздуха и духи земли. Их еще называют парящие духи. Это такие бесцельные бродячие духи, которые получают у людей энергию и тем самым продлевают свое пребывание здесь, между мирами. И земляные духи или духи ходячие их еще называют. Духи, которые, значит, привязаны к земле, и у них есть цель. Они для чего-то здесь остались, но поскольку им нужна энергия, в любом случае они могут путать живых, пугать, забирать с них энергию. Наверное, кто-то скажет, а при чем здесь японские духи? Ну и мы же на других просторах. Дело в том, что мы с вами обитаем на одних энергетических пластах. И между собой Вселенная и все силы, все эгрегоры, все души, духи, они имеют между собой связь по всему пространству, мирозданию. Иногда энергетически вам может подходить ритуал, который, физиологически, генетически никак к вам никакого отношения не имеет. То есть вы далеки от генетики, да, японской. Но у вас очень может быть, что вот с вами это совпадет, вот этот ритуал. Может быть, на родном языке не так сработает, как, например, на японском языке тот заговор, который может изгнать из вашего дома злых духов. Они время от времени собираются, потому что мы дома разговариваем, ссоримся иногда, у нас стресс бывает. А они как вот те самые хищники, которые идут на свежую кровь, да, свежее мясо. Мы их заманиваем своей энергией и страдания, а без страдания это не получится. И рано или поздно вот тот самый полтергейст, который еще считается сгустком отрицательной энергии, но этот полтергейст, он питает как раз такие духи и призывает в нашу жизнь, что потом приводит к тому, что наша жизнь усложняется с появлением подобных сущностей. И вот таких сущностей время от времени надо изгонять из дома. Что для этого нужно делать? Японцы делали следующее. Они, значит, ставили на стол в какой-то емкости, там, корзинке или на блюдце яйца. Ну, определенное количество, не меньше 3, больше можно. Поскольку яйца – это живые организмы, это, то есть источают они жизнь, в них зарождается жизнь, и жизнь ребенка в том числе в яйцеклетке зарождается. Начало. Любой организм, он, в принципе, зарождается в яйцеклетке. И это живая энергия. Угощают напоследок этих духов. Ночью нужно проводить. Значит, эти яйца оставляются до утра. Утром их просто нужно выкинуть. Если утром кто-нибудь там захочет и будет интересно открыть, но не советую, конечно. Они тухлые, протухшие. Этот заговор помог 2 людям, которым я давала. Ну, правда, давно, наверное, года 3-4 назад, сейчас не помню точно. Дома были постоянные ссоры, усталость, выпитость, не было сил вообще ни на что.
все падало, сыпалось с рук. Заболевали кошки, собаки, вот если у кого-то есть такая проблема в том числе. И вот эти люди, они отдельно друг от друга и друг друга не знают, провели эту работу, то есть в разное время, естественно. И вот эти все мелкие и большие неприятности в семье прекратились. Потому что эти юрей, то есть эти неупокоенные духи разного происхождения, они забирали энергию. А этот заговор, он их изгоняет из помещения. Но можно время от времени повторить, когда вы чувствуете, что опять что-то не то, опять как-то нехорошо начали себя чувствовать, какое-то состояние не очень. Время от времени это можете повторить. Значит, останавливайте, нажимайте на кнопку «Стоп» и переписывайте. Сейчас вы видите, что у нас все время отправки, и у Яны просто физически не хватает времени это все делать. Поэтому я думаю, что пока на время можно и самим пока переписать. А потом, естественно, как это все будет напечатано, набрано, этот текст, все это выставится. Во время чтения может быть оживление дома. Такое будет ощущение, как будто дом начинает дышать просто. Начинает жить своей жизнью. Может, даже что-то упадет. Может, у вас там начнется внутренняя такая лихорадка, знаете, внутренний жар. Это не страшно, потому что слова очень сильные, и они отрывают от вас вот эти вот... Они не совсем лярвы, но функции очень похожи. То есть они отрывают эти вампиризирующие духи от вас, от вашей энергии, от вашего поля, и убирают подальше. Итак, я буду читать медленно. Насколько я попаду интонацией в японский язык, не могу вам сказать, но постараюсь читать медленно, чтобы вы могли переписать с моих слов. О юрей, ватаси ва аната, ни бьёки, о атамасу, о юрей, ватаси ва аната, ни хинкон, о атамасу, аку, о джибун, но моно, но нисуру, ни канеру юрей, ни канеру юрей, ни канеру юрей. О юрей, ватаси ва аната, ни бьёки анатамасу. О юрей, ватаси ва аната, ни хинкон, о атамасу. Атаемасу, извиняюсь. Аку, о джимбун. Но моне нисуру. Неру юрей. Неру юрей. Неру юрей. Еще раз. Читать сколько раз? Читать столько раз, пока вы не почувствуете, что вот прям уже начинает голова кружиться. Ну, уже состояние не очень. Это может быть на 3-й, 4-й, 10-й раз. Ну, навряд ли до 10-го доходит. Обычно после 3-го, 4-го уже голова начинает кружиться. О юрей, ватаси ва аната, ни бьёки, о атамасу, о юрей, ватаси ва аната, ни хинкон, о атаемасу, аку, о джимбун но моно, нисуру, неру юрей, неру юрей, неру юрей. Ой, знаете, такое прям вот гусиной кожей, как будто вот иглами начали колоть. Так. О юрей, ватаси ва аната, ни бьёки, о атамасу. О юрей, ватаси ва аната, ни хинкон, о атаемасу. Аку, о джимбун, но моне нисуру. Неру юрей, неру юрей, неру юрей. Все, достаточно, потому что меня уже шатает. Больше не буду читать. Проведите
попробуйте. Если другие работы слабо помогают, или можно вместе в комплексе это все проводить, еще сильнее будут, эффект будет сильнее. Эти яйца оставляйте до следующего дня, а потом выкидывайте. Потому что они съедают напоследок, берут как бы энергию и уходят, покидают вас. Ой, все, друзья мои. Желаю вам удачи, а меня немного зашатало. Изгоняйте, отрывайте от своей энергетической вот этой зоны все эти ненужные бродячие духи, потому что они забирают очень много энергии. Всем удачи!